Пацаны, он выехал. Он выехал. Просто я кайфую. Я вот смотрю на меня и кайфую. Ну что ты, бедный, заждался меня давно, я к тебе не подходил, думал, забыл о тебе. Не, братан, каждый день я тебе помнил, каждый день спрашивали, ну что ты, когда ты выйдешь? Мне кажется, настало время все-таки тобой подзаняться. Надоел ты мне, конечно, но надо доводить все-таки все это дело до конца, раз взялся. Итак, первая задача решена, это переварить горловину, чтобы ее повернуть, и крышка вот так вот открывалась наверх. Правда, пришлось отказаться от замка, но в принципе, а нахер нужен? То, блин, что тут, бензин будет с нее сливать, что ли, кто-то? Кстати, пацаны, вы просто не представляете, на улице, наверное, в тени градусов 100, блин, а здесь в гараже, ну, вообще от духа просто какая-то. А еще предстоит, значит, работать горелкой, чтобы накидывать олово. Ну, это вообще жесть, у меня, наверное, просто водопады будут течь. Ну ладно, хватит жаловаться, надо, короче, добивать вот это крыло, надо добивать машину, в общем, и кайфовать от вида. И, в принципе, шпаклевочная работа закончена. Правда, к сожалению, только по заднему крылу еще выводить переднее крыло. Но самое сложное заднее, в принципе, сделано именно вот этот переход к порогу, вот порожек, чтобы все вот смотрелось очень красиво. И кантики, в общем, все супер. Но знаете, с чем на самом деле больше всего я тут намучился? Это с крышкой горловины бака. Потому что вот сделать вот этот изгиб, чтобы вот смотришь и прям глаз радовался. На самом деле, на это я реально только вот на это я потратил дня, наверное, 2-3 вот такой плотной работы, и он меня реально достал. Но сейчас я более близко вам покажу. И такой немного неблагоприятный момент, так как у нас крышка переваривалась, пришлось отказаться от моторчика, который открывает бак с кнопочки, и поэтому теперь он открывается вот с помощью кредиточки, вот так вот. Тут защелочка плотно, чтобы все это дело не болтыхалось. Вот, видите? Пластик загинал, горел, вот шпаклевал. Казалось бы, такая легкая вещь, но времени потратил значительно. Вот, и все обратно вот так защелкивается плотно. В общем, ну это такая вот небольшая ложка дегтя в бочке меда. А мед он вот он. Смотрите, фитушка, как все выставлено, все. Какая красота, какая красота. И теперь вот эту красоту надо все обработать шовным герметиком. Все промазать, загрунтовать, и можно смело приступать к переду. Ну, с передом, я надеюсь, пойдет значительно быстрее. Последнее крыло, блин. Вуаля, и вот гольфец лежит на земле. В буквальном смысле прям лежит. Переднее крыло у нас готово. Сами прекрасно все это видите. Заднее тоже. Ну вот такой бомбезный видок. И накинул передний бампер. Для тех, кто не смотрел предыдущие серии, напомню, бампер у нас реплика R32. Но так как реплика меньше чуть вот так, чем оригинальный, пришлось вот
сюда вырезать полосу, ну, сантиметра где-то 3, чтобы он как бы был поближе к земле. Потому что делать машину на пневме, чтобы он прям лежал, и при этом бампер, чтобы был выше прям значительно земли, ну, это такое себе мероприятие. На самом деле, давно я его не видел в лежачем положении. Вот у нас получается правая сторона, для вас левая. Вот, и другая сторона у нас тоже готова. Кстати, у нас же с этой стороны, в принципе, и бампер тоже расширен. Вот, но единственное, здесь немножко вот он не сидит на месте. Кстати, надо придумать какие-нибудь крепления пожестче, потому что он все время норовит оттуда выскочить. И, в принципе, что хочется сказать, основной такой сложный момент, самый сложный, сделан. Осталось так по мелочевке доустранить. Сделать расширение вот сюда, как с той стороны. Вот, и, кстати, я еще заказал задний бампер R32, тоже реплика. Почему реплика? Да и в конце концов, блин, покупать за 20-ку, за 30-ку какой-нибудь бампер задний, который надо будет опять перерезать, как вот передний, вдоль и поперек, ну его нахрен, зачем это надо? К тому же он сразу из стекловолокна, а это значит, что мне не придется вот бороться опять с этой адгезией к ПП пластику, делать бутерброд сначала из эпоксидной смолы, потом расширение делать полиэфирной смолой, а он, в принципе, сразу из стекловолокна, и это есть good. В общем, делаем перед, к тому времени, когда я буду заканчивать с передом, подъедет, я надеюсь, уже задний бампер, и будем делать, собственно, его. Никогда не берет. Мне всегда хорошо. Не берет, если что. Друзья, минута включения. В этой серии, по сути, кончается вся кузовня, ну не считая вот самой покраски непосредственно. И дальнейший этап, это надо свапнуть туда движок, которого, собственно, пока у меня еще нет. Да и, в принципе, вот за эти 2 года, пока Golf строится, ну, потрачено, ну, всего там 250 в районе этого 1000 рублей. А до завершения проекта, который я все-таки планирую там, ну, может, полгодика, там, плюс-минус пару месяцев, надо вложить 300-400 прям по самым скромным подсчетам. И вот, тут мне нужна реально ваша помощь, так как у меня есть свой мерчик, кожаные сумки ручной работы, которые делаю я сам непосредственно своими руками, просто максимального качества из дорогой очень кожи. У нас появились еще бомбезные майки, 100% хлопок, что ни на есть самый дорогой, вот, который можно было вот найти, вот шелкография. Кто не знает, шелкография это тоже является, что ни на есть, самая качественная печать. В общем, вот такие майчонки обалденные у нас появились в продаже, обалденного дизайна, вот для тех, кто любит, как я, вот такой дрищ, вот посвободнее, чтобы на нем болталось. Также есть и размерчики, вот так, чтобы облипочку вот вы после зала вышли, и по вам прям было видно, что вы прям трудились в зале. В общем, друзья, реально от этого зависит
вся судьба проекта. Надо, чтобы вы вот перешли по ссылке вниз и раскупили вот просто вот все раскупили, еще кидали своим друзьям, потому что они по-любому тоже найдут для себя что-нибудь интересное. Просто вам скажу вот так навскидку, если бы я не втянулся во всю эту тему с мерчем, то мотор бы я бы уже 100% купил бы и накопил бы на покраску. На это реально потрачено очень много средств и времени. И я все-таки надеюсь, что все мои старания окупятся. В общем, друзья, помогайте. Раскупайте обалденные майки. Ух, красота-то какая, лепота. Господа, бампер готов, вот он загрунтован черной красочкой, немножко черновой вариант, не до конца я его вывел, по той причине, потому что, ну, что времени не тянуть, и еще будет время его довести до ума, когда также будет, например, собираться мотор, а я в гараже тут буду доводить передние крылья и бампер, потому что все, в принципе, вот это можно и снять, и отдельно вывести в идеал. И к тому же, плюсом к этому мне... Уже непосредственно, когда машина поедет в малярку, я думаю, она там задержится подольше, чтобы все зазорчики, все это выставить, чтобы, ну, где-то придется подшпаклевать, чтобы тот же маляр уже своим более опытным взглядом посмотрел на нее и сказал то, что Данил, все хуйня, давай по новой, перешпаклевывай, здесь волны, здесь не так, в общем... Я думаю, уже человек, который профессионально этим занимается, внесет свои коррективы в мое творчество. Хочется сказать то, что осталась финишная прямая, наконец, это дождаться задний бампер, вот-вот придет, что-то долго он идет на самом деле. И сейчас какая же операция нас ждет? Нас ждет операция, то, что надо гольф передвинуть с этого угла, вот в этот угол передвинуть, так как гараж на самом деле очень маленький, в котором я занимаюсь. И вам, может быть, на видео кажется, что, да, в принципе, нормальный гараж как гараж. Но, опять же, многие друзья, которые заходят сюда, говорят, блин, на видео кажется, что он намного больше. На самом деле, очень маленький гараж, потому что если мы имеем вот здесь какое-то расстояние, где можно повозиться, у нас задница вот просто вот вплотную. Даже на счет 3. Раз, два. Раз, два. Что, поехали? Да. Там ямы не открыты, не провалишь? Не буду ждать. Давай, раз, два. Нихуя мы упали. Еще? Все, ну да. Еще давай чуть-чуть. Да. Да прям вплотную. Раз, два. Итак, вот пришел бампер задний, реплика из стекловолокна. Не знаю, что тут есть, потому что, ну, как в целлофане. Но сейчас распакуем, посмотрим, что из себя он представляет, какого он качества. Единственное, что, ну, подозрительно он легенький, по сравнению с каким, если брать пластиковые бампера. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, а где, собственно, я его заказывал, ссылка будет в описании на группу ВКонтакте. Ребята делают реплики. Получается, ну, не только на Volkswagen, там из стекловолокна есть и задние бампера, передние бампера, есть и юбки, спойлера, в общем, все, что вот это можно сделать из стекловолокна, они, собственно, это и делают. Вот. Цена, ну, бюджетный вариант 9000 рублей, ну, у меня подешевле, там со скидочкой сделали, вот, за рекламку. Но я буду максимально объективен насчет качества, понравился мне, не понравился, вот. Если ерунда, ну, скажу, что ерунда. Но даже если это ерунда, то очень даже дешевая ерунда. Единственное, что не дешевая, доставка обошлась недешево, 2500 рублей за доставку такого небольшого бампера обошлось. В общем, да, распаковываем и смотрим, что из себя он представляет. Итак, в общем, что мы тут видим? Бампер пришел сломанный. Вот он хрустит, сами слышите, да? Пришел он без обрешетки, по крайней мере, я ее не видел, когда забирал бампер. Может быть, он в ней был, но смысл то, что вот компания Энергия постаралась, чтобы вот его сломать.
Не есть хорошо, дополнительная работа, я как бы на нее не планировал. Второй момент, что тоже не есть хорошо, это вот то, что видите, вот эта часть завалена внутрь. И довольно сильно. На что мне, собственно, продавец, я как бы обозначил эти моменты, прислал им фото, видео и сказал то, что, а что ты хотел за 7000 рублей бампер, это со скидкой, так он стоит 9000 рублей, мол, что ты хотел, покажи мне бампер за такую цену. Я хотел, в принципе, я знал, на что иду, что реплика, стекловолокно, они все кривые, и до этого я это все слышал, почему нельзя было вот этот момент обозначить, сказать, что да, есть такой момент. Нет, они его прислали, как бы, я увидел, как бы, перед фактом меня поставили и еще написали, мол, Данил, сделай рекламку, вот за вот эти 2000, которые мы тебе скидку сделали, сделай рекламу. Собственно, какой товар, такая реклама. Да, возможно, я раньше времени психую и на самом деле будет нормально, все получится. Да, она в любом случае нормально получится, я, по крайней мере, буду добиваться результата, чтобы было нормально. Но, я все-таки Просто получится так, что я буду делать работу, ту, на которую я, собственно, не рассчитывал. Мне так не нравится. В общем, ладно, что получится с этим бампером, узнаем дальше. В общем, ладно, сейчас примеряем. Я его еще даже не примерял на машину. Может, он вообще ни хрена не встанет. А может быть, это решится просто вот так по щелчку, вообще мало крови. Я просто-напросто зря психовал. Но, тем не менее, я только что его распаковал бампер и просто делюсь своим мнением. Какое у меня ощущение от распаковки. Итак, ладно, последние пару слов про задний бампер и приступим уже к лепке этого расширения. В общем, кое-как я его посадил на место, на саморезы сбоку, здесь посадил, он весь винтом, он еле сидит, он норовит выскочить, из-за этого он на саморезах там и сидит. И эту часть я, собственно, погрел, подтянул на себя, но здесь из-за этого пошла трещина. Не критично, но все же по зазорам, вроде как-то, если они снимали это с оригинального бампера, конечно, по зазорам тут должно более-менее нормально сидеть. Но из-за того, что все винтом, конечно же, здесь, если там я закрепил, все прижал, чтобы он не болтался и эту часть не выдирал на себя, то здесь по фарам, кстати, получается, что миллиметров 5 он сидит там глубже. В общем, что хочешь сказать, купил бы я его, этот бампер, знал бы, что будут такие недочеты. Да, наверное, купил, потому что денег своих он, наверное, стоит 7000 рублей, не больше, это точно. И в качестве донора, наверное, он, подойдет, будем работать с тем, что есть. В общем, нам теперь надо сделать сюда из малярного скотча форму, чтобы она перекликалась с передом, чтобы было все красиво и very good, и можно заливать, и можно сказать, пару дней, не пару дней, скорее всего неделю еще предстоит возиться с этим бампером. Неделька и все. В общем, примерно как-то так. Такая форма перекликается с передом. Что-то как-то, может, я борщанул насчет того, что он слишком широкий. Пацаны, он выехал. Самый пиздатый, кстати, с этого ракурса.
с этого ракурса, когда все посмотри, вот отсюда. Вот такое крыло заднее широкое. Просто Феррари, когда здесь задняя часть автомобиля шире, чем зеркала. Морда, конечно, просто космос. Просто космос. Сейчас вот, ну вот сзади мы еще видели, открывали ворота. А вот так, чтобы вот с этого ракурса отойти, вот, чтобы сбоку посмотреть, вот впервые за 2 года она просто выехала из гаража и превзошло реально все мои ожидания, просто вот такой вау-эффект. Я что-то как-то думал, что будет смотреться хорошо, ну должно быть хорошо смотреться, потому что ну, столько сил потрачено на это все дело. Ну что прям вот смотришь, и у меня чуть, я не знаю, чуть слезы из глаз не текут от счастья, то что по сути получилось то, на что я рассчитывал, даже превзошло все мои ожидания. Ну просто я кайфую, я вот смотрю на нее и кайфую. Друзья, и на этой замечательной ноте подведем итоги. Гольфец наконец-то за 2 года, впервые за 2 года выехал из гаража Прады не своими силами, но тем не менее он увидел белый свет. И реально он меня поразил, превзошел все мои ожидания. Ну, очень круто. Я надеюсь, вы со мной согласны и вам он также понравился, как и мне. Вот, и теперь следующая задача будет это реально приобрести R32, свапнуть сюда. И вот здесь, ну, нужна ваша помощь. Я напоминаю, покупайте мерч, от этого зависит судьба проекта. Ну и также вот для тех, кому реально надоело помогать там уссурийским львам, уссурийским тиграм, уссурийским медведям и еще кому там, енотам уссурийским, то можете поддержать донатой мой канал, ссылочка будет внизу, я буду за это тоже весьма благодарен. Вот, и я не пропадаю надолго, нас ждут дальше очень тоже интересные серии, не с гольфом, но не менее интересно, так что не пропускайте, подписывайтесь, пишите комментарии, они очень сильно способствуют продвижению видео просто канала. В общем, всем всего хорошего, до скорых встреч!